Глава 596. Брак на наложнице. Труп морского зверя перед ними был длиннее дюжины метров. Все его тело было покрыто лазурными чешуйками и маленькими острыми шипами. У него также были широко расположенные выпуклые глаза. Он выглядел довольно зловеще, но еще более зловеще он выглядел из-за его торчащих кривых клыков, которые росли с нижней челюсти. Ханли приблизился к трупу, тщательно осмотрел его несколько раз и, казалось, что-то понял. Затем он разрезал труп на две части одним взмахом меча. По взмаху руки к нему в ладонь влетел угольно-черный предмет. Ханли тут же обнаружил, что этот предмет источал необычный острый запах с легкой ноткой цветочного аромата. Ханли выбросил этот предмет и пробормотал со странным выражением на лице: «Итак, это ароматный сумеречный зверь». Ароматный сумеречный зверь. Фиолетовая духовная фея ошеломленно взглянула на Мэйнин. Обе женщины были удивлены, поскольку ранее никогда не слышали про такого зверя. Неудивительно, что вы не знаете этого морского зверя. Они не водятся в области моря рассеянных звезд. Они характерны для этих странных глубин. Фиолетовая духовная фея проговорила серьезным тоном: «Судя по вашему тону, мне кажется, что брат Хань уже знает, что мы больше не в области моря рассеянных звезд». Ханли пронесся мимо тусклого океана и криво кивнул головой: «Верно. Мы больше не в области моря рассеянных звезд. Хотя я никогда не был здесь раньше, я много слышал об этом. Если мои догадки верны, это бесконечное море». Сказав это, он поднял голову в небо и задумался. Бесконечное море, они явно никогда прежде не слышали об этом. Фиолетовая духовная фея пробормотала про себя, а затем улыбнулась и сказала ласковым тоном: «Брат Хань, похоже, у вас есть некоторая информация об этом месте. Не могли бы вы рассказать нам с сестрой?» Ханли очнулся от своих мыслей и спокойно кивнул головой. «Конечно. Как следует из названия, бесконечное море расположено в небесном южном регионе и не имеет конца». Ханли начал рассказывать о легендах и слухах о бесконечном море. Пока он говорил, мысль, глубоко погруженная в его сердце, начала высвобождаться наружу после столько долгого заточения. Фиолетовая духовная фея удивленно проговорила: «Судя по вашим словам, бесконечное море располагается к северу от небесного южного региона. Здесь не только практически нет морских обитателей, но также и островов нет». Ханли протер нос и спокойно ответил: «Верно, к большому сожалению, так и есть. Без островов мы никак не сможем определить свое местоположение. Мы никак не можем узнать, насколько мы далеко от небесного южного континента». Две женщины невольно переглянулись между собой, в их глазах была тревога. Немного подумав, Ханли твердо сказал: «Несмотря на это, мы должны двигаться на юг и добраться до материка, пока у нас не закончились духовные камни. Надеюсь, он не слишком далеко». Фиолетовая духовная фея проговорила с интонацией беспомощности: «Раз так, то нам ничего не остается, как надеяться, что небеса нам помогут». Мэйнин кивнула в знак согласия. Вслед за этим все трое отправились на юг. Несколько дней спустя Мэйнин и фиолетовая духовная фея полностью убедились в словах Ханли. В течение всего их путешествия им ни разу не попался остров, а море совершенно не было ци. Кроме того, в море не было демонических зверей, а только изредка встречались свирепые морские звери. Когда женщины на самом деле столкнулись с этим, они были озадачены. Возможно, поскольку они уже пережили вместе много несчастий, в течение всего путешествия все трое чувствовали себя вполне гармонично между собой, энергично подшучивая по пути. Ханли невольно чувствовал, что присутствие этих женщин пробуждает чувства в его сердце. Однако теперь, когда он очутился в бесконечном море, ему вспомнила другая женщина, Нангунь Вань. Неизвестно, что было с этой женщиной-культиватором на стадии формирования ядра из секты маскирующейся луны, но когда он подумал о ней, в его сердце появилось странное чувство. Он не мог сказать, была ли это глупая привязанность, нежная привязанность или раздражение, словно тысячи разных чувств затуманили его разум. Он не понимал, что именно чувствовал. Все трое продолжали свое путешествие в течение 4 месяцев, прежде чем на горизонте, наконец, не показался зеленый цвет. Они тут же обрадовались увиденному и немного расслабились. Подавив волнение, они отправились на материк. Государство Си было самой северной страной небесного южного региона. Оно было примерно на треть меньше, чем родная страна Ханли, государство Юэ, и была разделена на 7 провинций. Провинция Минь была самой крупной провинцией среди них, а также именная она была окружена бесконечным морем. Сейчас Ханли привел Мэйнин и фиолетовую духовную фею в комнату ресторана в небольшом городе провинции Минь. Фиолетовая духовная фея кокетливо взглянула на Ханли, притворившись разгневанной, и сказала: «Брат Хань, так значит, вы выходец из небесного южного региона. Кажется, здесь нас ждут проблемы».
Незадолго до этого Хань Ли разгласил несколько мелких деталей о своей личности, поразив двух женщин. Разумеется, они уже догадывались, что Хань Ли как-то связан с этим местом, поскольку он знал о бесконечном море столько подробностей, так что это для них не было большим удивлением. Хань Ли хрипло рассмеялся. Казалось, был в хорошем настроении. Ну что я могу сказать? Я намеренно бежал в область моря рассеянных звезд, но я никак не ожидал, что снова вернусь сюда. Фиолетовая духовная фея улыбнулась и игриво проговорила: поскольку брат Хань знаком с этой землей, вы должны развлекать нас с сестрой. Попав сюда, фиолетовая духовная фея трансформировала свою внешность, чтобы ее красота не привлекала лишнего внимания. Теперь она выглядела так, когда они впервые встретились с Хань Ли. Однако Хань Ли все еще был очарован ее истинной красотой, словно он мог видеть сквозь ее маскировку. Хех. Конечно. Но я потерял всякое отношение к моей секте после того, как бежал в область моря рассеянных звезд. Я здесь никто. Но я могу дать вам нефритовую пластинку, которую я сам сделал. С ее помощью вы сможете изучить местный язык. Какое-то время вы не сможете вернуться назад, вам лучше выучить язык. Сказав это, Хань Ли достал 2 нефритовые пластинки, которые он сделал прошлой ночью, и передал их им. Хех. Большое спасибо, брат Хань. Фиолетовая духовная фея была ошеломлена, но тут же поблагодарила его и убрала нефритовую пластинку к себе в сумку для хранения. Мэйнин тоже взяла нефритовую пластинку и прошептала спасибо. Однако, я полагаю, у вас уже есть планы на будущее. Сам я планирую изучить, что произошло в небесном южном регионе за последние пару сотен лет, а затем найти пещерную резиденцию для уединенного культивирования. Я предчувствую, что достиг пика стадии формирования ядра, и я хочу подготовиться к формированию зарождающейся души. Сказав это, Хань Ли отхлебнул ароматный чай и поджал губу, спокойно наблюдая за реакцией женщин, которые сидели рядом с ним. Немного подумав, фиолетовая духовная фея сказала: «Я только недавно сформировала ядро и все еще не стабилизировал свою культивацию. Я также хочу найти себе пещерную резиденцию и заняться культивацией, а потом буду думать, что делать дальше». «Младшая сестра Мэй, а ты что будешь делать?» Спустя мгновение она пробормотала: «Я не знаю. Я достигла только средней стадии заложения фундамента. Основываясь на моих способностях, мои надежды на достижение формирования ядра довольно невысоки. Помимо поиска духовных лекарственных растений, я хочу найти высокорангового культиватора и выйти за него замуж в качестве наложницы. Возможно, так я смогу сформировать ядро в парной культивации». Фиолетовая духовная фея покачала головой и стала отговаривать ее: «Разве это не будет унижением, если ты выйдешь замуж как наложница?» «Как такое возможно?» Хань Ли нахмурился, но промолчал. Фиолетовая духовная фея продолжила: «Стать наложницей не сильно отличается от того, чтобы стать сосудом для культивации. Если ты встретишь злобного высокорангового культиватора, он точно сделает из тебя сосуд для культивации. Этот план ненадежный». Когда Мэйнин услышала это, она молча поджала губы с грустным выражением на лице. Увидев печальное лицо Мэйнин, фиолетовая духовная фея внезапно подумала о чем-то и с улыбкой проговорила: «Даже если младшая сестра хочет стать наложницей для техники парного культивирования, тебе нужно найти надежного человека, с которым ты знакома. Например, я чувствую, что брат Хань был бы очень надежным и не стал бы плохо обращаться с младшей сестрой». Хань Ли был в шоке, но вскоре он спокойно потер нос, как будто это не имело к нему никакого отношения. Лицо Мэйнин покраснело, а она выглядела довольно очаровательно. Затем она молча опустила голову, как будто не возражала против предложения фиолетовой духовной феи. В конце концов, Хань Ли прошел глубокий путь культивации и уже достиг стадии формирования ядра. Хотя он собирался подготовиться к формированию зарождающейся души, судя по ее общению с ним в призрачной области, она уже поняла, что Хань Ли не был коварным или бесчувственным человеком. В результате, даже если у нее не было квалификации стать его спутником, да, она была бы вполне удовлетворена, чтобы стать его наложницей. С ее соблазнительной красотой и уровнем культивации ей бы пришлось связать свою судьбу могущественным культиватором. Иначе она столкнется с большими неприятностями в мире культивации, либо пострадает от других. Теперь, когда ее брат погиб, она могла полагаться только сама на себя, и неприятности становились все более вероятными. Атмосфера за их столиком несколько напряглась после слов фиолетовой духовной феи. Глава 597. Секта дрейфующего облака. При виде того, что Хань Ли молчал, фиолетовая духовная фея: «Брат Хань, что вы об этом думаете? Младшая сестра Мэйнин достаточно красива, чтобы стать вашей наложницей. Неужели вы откажетесь от такой возможности, которая сама постучала к вам в руки?» Хань Ли неосознанно нахмурился и взглянул на красоту Мэйнин.
Та наклонила голову, но даже на ее бледной шее были заметны следы румянца. Она выглядела очень трогательно. Казалось, она молчаливо согласилась с предложением фиолетовой духовной феи. Ханьли медленно говорил со спокойным выражением на лице. Судя по ее внешности, она может не просто наложницей высокорангового культиватора, но и даже компаньоном Да. Но я отличаюсь от обычных культиваторов. Я посвятил всего себя стремлению к бессмертию и не могу вовлекать себя в отношения между мужчинами и женщинами. Кроме того, я одинокий странник и часто сталкиваюсь с опасными ситуациями. Как я могу взять наложницу? Если госпожа Мэй ко мне присоединится, так она сделает себе только хуже. Тело Мэйнин слегка дрогнуло, услышав его слова, а румянец с ее лица быстро исчез. Она подняла голову, и у нее было бледное лицо. Фиолетовая духовная фея, казалось, была недовольна отказом Ханьли и раздраженно сказала, но в конце концов брат Хань все равно отверг ее. Излишне говорить, что с вашим уровнем культивации на поздней стадии формирования ядра угрозу для вас представляют только культиваторы зарождающейся души. Возможно, вскоре господин Даос Хань прорвется к стадии зарождающейся души. После этого перед вами будет весь мир. Разве вы не можете защитить младшую сестру Мэйнин? Ханьли ответил, госпожа фиолетовая духовная фея должна знать, что я сильнее культиваторов своего ранга, но мне всегда попадались враги сильнее меня. Пока я не достиг стадии зарождающейся души и не могу защитить себя должным образом, я не могу взять себе наложницу. В один момент я не смогу защитить ее, и ей придется столкнуться с горькой реальностью. Фиолетовая духовная фея нахмурилась, зная, что Ханьли говорил правду. Более того, она почувствовала, что Ханьли была несколько недоволен этим предложением. Она глубоко вдохнула и не стала продолжать этот разговор. Мэйнин в конце концов успокоилась и прикусила губы, глядя на Ханьли, а затем спросила, поскольку брат Хань отверг меня не из-за недостатка привлекательности, согласны ли вы принять меня после того, как вы войдете в стадию зарождающейся души? Ханьли посмотрел на женщину и спокойно ответил, стадия зарождающейся души. У меня нет уверенности, что я смогу конденсировать зарождающуюся душу. Более того, даже если я смогу достичь стадии зарождающейся души, я понятия не имею, сколько лет это займет. Разве может госпожа Мэй ждать 100 лет, пока я сконденсирую зарождающуюся душу? Мэйнин не знала, что и сказать, когда услышала его слова. Будучи культиватором в стадии заложения фундамента, для даже 30 лет было слишком долго, не говоря уже о 100. Хотя она и была хороша для Ханьли, у нее не было времени ждать с моря погоду. В конце концов, мир культивации был поистине жестоким местом. Несмотря на то, что она провела с Ханьли столь малый промежуток времени и произвела на него благоприятное впечатление, для нее было невозможно влюбиться в него так сильно, чтобы она была готова ждать его веками. Увидев ее колебания, Ханьли только внутренне вздохнул и поставил на стол 2 бутылки, а потом подтолкнул к ней, а затем сказал, «Здесь несколько таблеток для культивации, которые я сделал из демонических зверей. Вместо того, чтобы искать себе защитника, тебе лучше заняться повышением своего уровня культивации. Возможно, ты даже сможешь войти в стадию формирования ядра. Поскольку эти таблетки для культивации предназначались для культиваторов формирования ядра, для Ханьли они совершенно не представляли никакой ценности. Но поскольку эта женщина передала ему свою временную духовную ци, Ханьли решил воспользоваться возможностью и отблагодарить ей таким образом. Лекарственные таблетки, сделанные из ядра демонического зверя. Глаза Мэйнин внезапно радостно засверкали, и она потянулась к таблеткам. Открыв крышку бутылки, ароматный запах мгновенно заполнил комнату. Это высокоранговые лекарственные таблетки. Мэйнин в замешательстве уставилась на Ханьли. Она совершенно не знала, что и сказать. Ханьли относился к ней совершенно равнодушно, когда они были в призрачной области, а теперь отказался принять ее в качестве наложницы. Сейчас же он подарил ей драгоценные лекарственные таблетки. Фиолетовая духовная фея с изумлением взглянула на лекарственные таблетки и тут же усмехнулась, хе-хе. Брат Хань поистине великодушный. Младшая сестра Мэй, ты должна послушать господина Даоса Хань и принять их. Возможно, с помощью этих таблеток ты сможешь прорваться к стадии формирования ядра. В этом случае мы сможем объединиться и путешествовать вместе. Мэйнин с усмешкой посмотрела на Ханьли и шепотом поблагодарила его, а затем убрала бутылки в свою сумку для хранения. Ханьли слегка улыбнулся в ответ и повернулся к окну, взглянув на улицу небольшого города. Там было довольно шумно. Глядя на это, у Ханьли в голове всплыли давно забытые воспоминания. Он слегка улыбнулся и испустил глубокий вздох. Видя, что у Ханьли на лице появилось такое странное выражение, фиолетовая духовная фея и Мэйнин переглянулись между собой в замешательстве. Провинция Нань была расположена в западной части государства Си. Рельеф на этой земле был неоднородный,
там были и холмистые равнины, и джунгли с ядовитыми болотами. Посреди всего этого было несколько основных дорог, которые соединяли деревни между собой через пустыни. В горных хребтах жили свирепые звери, поэтому в них не жил никто. Вот почему в этом районе было много редких лекарственных растений и демонических зверей, что радовало многих культиваторов этой страны. Постепенно культиваторы стали стекаться к этой провинции. Некоторые из более мощных сект культиваторов даже монополизировали несколько областей с плотной духовной ци. Горный хребет назывался Горы Мечтательных облаков и был самым знаменитым районом в небесной южной регионе, благодаря его священным духовным венам. В богатых духовных венах горы росло легендарное великолепное духовное дерево, последний вид 3 божественных деревьев. Духа духов — конечный тип 3 божественных лесов. Местные страны почитали это дерево еще больше, чем небесный молниеносный бамбук и духовное дерево. Это было из-за духовного молока, производимого этим деревом раз в 200 лет, которое называлось винный нектар. Хотя жидкость невозможно было использовать в природном виде, из нее можно было приготовить множество мощных духовных лекарственных таблеток. Среди них была легендарная священная лекарственная таблетка, известная как таблетка закаливания духа. Эта таблетка также была известна как таблетка умиротворения души. Она могла не только увеличить уровень культивации, но также и ожесточить сердце, и успокоить душу, облегчить культивирование любых внутренних демонов, которые могли преследовать культиватора. Конденсация зарождающейся души была совсем не похожа на формирование ядра. Помимо необходимости в определенной степени удачи и глубины культивации, конденсация зарождающейся души также подвергалась разрешениям иллюзий и внутренних демонов. В конце концов, превращение ядра в зарождающуюся душу было страшным испытанием умственной выносливости и силы воли. Божественное сокровище духовых вен в горах Мечтательных облаков вместе с необычайной концентрацией духовной ци привлекало огромное количество сект, которые желали улучшить свою базу. В настоящее время, в результате бесконечных битв и захвата территории, это место удерживалось союзом 3 сект: секты Древнего Меча, секты Дрейфующего Облака и павильона Сотни Возможностей. Из-за 3 этих мощных сил государства другим сектам ничего не оставалось, кроме как и думать забыть о захвате духовых вен в этом регионе. Сидя на ступенях одного из вершин гор Мечтательных облаков, Хань Ли размышлял над полученной информацией об этих горах. Несколько молодых мужчин и женщин молча прошли по горным тропам, у каждого было взволнованное выражение. Когда Хань Ли увидел это, он слегка улыбнулся. Поскольку в ближайшие дни Великая секта Дрейфующего Облака собиралась набрать новую группу молодых учеников, все эти молодые люди на стадии конденсации ци были полны предвкушения. Проведя полдня на этом месте, было вполне естественно, что он знал об этом. Их знаменитая техника приготовления таблеток была одной из причин, по которой он решил проникнуть в секту. Однако он не собирался входить туда в качестве культиватора формирования ядра, а собирался прикинуться обычным культиватором стадии конденсации ци. Кроме культиватора средней стадии зарождающейся души, никто бы не смог опознать его благодаря чудесной технике сдерживания ци. Вот почему он пошел на это рискованное дело. Вспомнив о том, что он совсем недавно расстался с фиолетовой духовной феей и Мэйнин, он горько усмехнулся. Согласно его первоначальным планам, он нашел место для создания пещерной резиденции и употребил несколько лекарственных таблеток, чтобы достичь пика поздней стадии формирования ядра. Пока временная духовная ци поддерживала его культивацию, он мог продвинуться к ложной стадии. Однако произошло что-то неожиданное, что полностью изменило его планы. Когда он принял лекарственную таблетку, он с изумлением обнаружил, что она больше не действовала на него. Независимо от того, была ли эта таблетка с ядром демонического зверя 6-го ранга или 7-го, она на него не действовала. Хань Ли был в совершенной растерянности. Глава 598. 4 великие державы. Хань Ли ожидал, что лекарственные таблетки в конечном итоге потеряют свою эффективность на нем. Хотя лекарственные таблетки могли быстро продвигать культивацию, у них были свои недостатки. Когда магическая сила человека достигла определенного уровня, лекарственные таблетки теряли свою эффективность в отношении этого человека. Кроме того, благодаря тому, что его меридианы были усовершенствованы с помощью пролонгированного эффекта радужных бусин и постоянно увеличивали магическую силу, Хань Ли стал способен поглощать больше духовной силы за раз. Он достиг стадии, когда его скорость поглощения небесной и земной духовной ци была почти такой же, как скорость поглощения духовной силы лекарственных таблеток. Конечно, это привело к тому, что лекарственные таблетки стали постепенно терять свою первоначальную эффективность. Следовательно, даже если Хань Ли использовал большее количество таблеток заложения фундамента, они бы никак не повлияли на него.
Однако его текущее затруднительное положение с неэффективностью таблеток было вызвано тем, что он пересек совершенно разные миры. Этого он не мог предвидеть. Как в нефритовых пластинках, так и в записях опыта культиватора зарождающейся души говорилось, что если лекарственные таблетки из ядра демонического зверя 6-го ранга потеряют эффективность, то лекарственные таблетки из ядра демонического зверя 7 ранга должны все еще быть эффективными до стадии зарождающейся души. Однако теперь и они почти не действовали на него. Немного подумав, он пришел к мысли, что лекарственные таблетки раньше потеряли эффективность. Конечно, Хань Ли догадался, что это также может иметь какое-то отношение к нефритовому вину Фэн Си или к временной духовной Ци Мэйнин. Нефритовое вино никто никогда из людей не пил, а временная духовная Ци – одна из 7 чистейших духовных Ци в мире. После их использования, разумеется, должны были проявиться и свои последствия. Поскольку это уже произошло, не было смысла пытаться выяснить настоящую причину потери эффективности лекарственных таблеток, поскольку с этим уже ничего не поделаешь. Он не желал тратить время на пустые сожаления, а вместо этого строил планы на будущее. У него все еще было ядро демонического дракона 8-го ранга. Но поскольку это был невероятно редкий материал, он не хотел его растратить в неудачной попытке приготовить лекарственную таблетку. Кроме того, его бы хватило только на пару таблеток в лучшем случае, а этого было недостаточно, чтобы он вошел в ложную стадию зарождающейся души. В результате ему ничего не оставалось, кроме как усиленно культивировать, чтобы увеличить свою магическую силу, как и все остальные. Однако из-за этого его прогресс шел бы слишком медленно. С этой мыслью Хань Ли невольно горько улыбаться. К счастью, он был на небольшом расстоянии от достижения пиковой стадии формирования ядра. Он полагал, что если у него будет достаточно духовной ци, ему потребуется всего лет 10 упорной культивации. Таким образом, он должен был найти место с приемлемыми духовными венами. Если бы он решил культивировать в районе со слабой духовной ци, это бы потребовало в несколько раз дольше времени, а результата он мог так и не достичь. Но говоря о духовых венах, небесный южный регион совершенно отличался от области моря рассеянных звезд. В области моря рассеянных звезд было много бесхозных островов и мало людей. Там бесчисленное множество островов с таким же количеством невостребованных духовных вен. Напротив, земля в небесном южном регионе была зафиксирована, но людей было много. Хотя площадь можно было считать большой, все районы с хорошими духовными венами были заняты сектами и кланами культиваторов. Даже районы с скудной духовной ци были заняты бродячими культиваторами. Не осталось ничего ценного. По сравнению с областью моря рассеянных звезд, ресурсов для культивации в небесном южном регионе было исключительно мало. В этих обстоятельствах Хань Ли не оставалось ничего другого, кроме как проникнуть в клан или секту культиватора, если он хотел продолжить свою культивацию. Хотя нынешние способности Хань Ли позволяли ему силой захватить любой клан культиваторов или мелкую секту, он опасался, что это привлечет к нему внимание культиваторов зарождающейся души. Хань Ли не хотел себе таких врагов, поскольку его интересовало только одно — спокойно культивировать до стадии зарождающейся души. Но когда на ум ему пришли кланы культиваторов, Хань Ли немедленно отверг эту идею. Разве какой-то клан культиваторов смог бы занять исключительные духовные вены? Никто из них ему не подходил. Кроме того, посторонних не допускали в кланы культиваторов. Секты культивации отличались от этого, особенно крупные секты. Они не только занимали лучшие духовые вены, но также имели много культиваторов высокого ранга. Если бы что-то случилось, ему было бы не нужно демонстрировать свой истинный уровень культивации и вмешиваться в их внутреннее дело. Он действительно мог скрыться от всех с помощью своей большей силы. Когда он сконденсирует свою зарождающуюся душу, ему будет нечего бояться. Он считал, что тогда любая секта сделает все возможное, чтобы привлечь на свою сторону такого культиватора, как он. В конце концов, кто был бы настолько глуп, чтобы стать врагом культиватора зарождающейся души? Таким образом, Хань Ли стал вспоминать священные духовые вены горы мечтательных облаков, которые были известны в небесном южном регионе. В конце концов, 3 великие секты культиваторов, которые занимали духовые вены, стали приоритетными задачами Хань Ли. Поскольку он хотел войти в одну из сект, Хань Ли, естественно, должен был сравнить их характеристики и недостатки. Но сначала Хань Ли посетил небольшой город и изучил информацию о том, что произошло в южном небесном регионе за последние 100 лет. На прощание Хань Ли поделился информацией со своими бывшими спутницами. Поскольку 2 женщины были здесь иностранками, они хотели знать гегемонов этой земли. Силовая структура небесного южного региона сильно изменилась с тех пор, как Хань Ли был здесь в последний раз. Прежде всего, 9 стран небесного южного региона были разделены между дьявольским Да, праведным Да, Альянсом небесного Да и Союзом 9 наций.
Больше не было индивидуальных полномочий, контролирующих каждое из государств. Раньше Хань Ли знал только о праведном Да, дьявольском Да и союзе 9 наций. После того, как Хань Ли отправился в область рассеянных звезд, была создана сверхдержава, известная как Альянс Небесного Да. Она состояла из культиваторов более 10 разных стран, которые объединились, чтобы праведному и дьявольскому Да. Хотя он был больше, чем праведное и дьявольское Да, он бы не сравнился с ними, если бы они решили объединиться. Однако они заключили соглашение, что не будут мешать друг другу, пока они расширяются путем присоединения их соседних стран. Даже в этот короткий промежуток мирного времени они считали себя врагами. Не было никакого возможного способа создания альянса. Кроме того, из-за споров внутри страны по распределению вновь обретенной прибыли, обе стороны погрузились в междоусобицах. Ни один из них не был заинтересован в том, чтобы противостоять Альянсу Небесного Да. Изначально Альянс Небесного Да был обычным союзом. Они только и хотели, чтобы праведное и дьявольское Да оставили их в покое. Кроме того, вероятно, у них не хватило смелости напасть на них. Таким образом, 3 сверхдержавы достигли равновесия. Фактически, причина существования столетнего мира имела много общего с Союзом 9 наций. Союз 9 наций подмял под себя множество сект и бродячих культиваторов, которые некогда принадлежали к праведному и дьявольскому Да, включая 7 великих сект государства Юэ, и в результате были значительно усилены. С таким значительным увеличением власти они полагали, что они смогут подавить воинов заклинаний Смоуланских равнин. Однако они действительно не ожидали, что в их войне с племенами Моуланей грозные армии 2 дополнительных племен придут к ним на помощь, умножив количество воинов заклинаний. Битва между обеими сторонами усилилась и привела к нескольким крупным сражениям, в результате чего погибло много людей с обеих сторон. Несмотря на это, Союз 9 наций оказался в невыгодном положении и даже потерял часть своей земли. Находясь в безвыходном положении, Союзу 9 наций не оставалось ничего другого, кроме как обратиться за помощью дьявольского Да, праведного Да и Альянса Небесного Да. Они также пригрозили, что если 3 державы не захотят помочь им, они просто покинут свою землю, позволяя племенам Моуланей ворваться в их земли. Когда 3 стороны получили эту информацию, все они тут же послали подкрепление, хотя и не очень хотели этого. Все они знали, что если Союз 9 наций покинет свою землю, то жестокие войны заклинаний племени Моуланей доставят им большие неприятности. С подкреплениями Союз 9 наций смогли добиться решающей победы, убив несколько тысяч культиваторов мертвыми. Они смогли получить устойчивую опору против нападений моуланских племен и выстоять в битве. С тех пор Союз 9 наций решил просить 3 сверхдержав в качестве альтернативы отправить им подкрепление, чтобы противостоять нападениям Моуланей. В противном случае, если бы 3 сверхдержавы предпочли проигнорировать их, то Моулани спокойно бы проникли на их территорию. Таким образом, после длительных переговоров 4 сверхдержавы в конечном итоге достигли соглашения. С Союзом 9 наций в качестве лидера и других 3 групп в качестве подчиненных они создали совместный пакт против Моуланей. В результате этого пакта праведное и дьявольское Да сохраняли мир уже более 100 лет, несмотря на то, что они полностью аннексировали свои массивные области. Под угрозой Моуланей, нависшей над ними, они не осмелились начать новую войну. Что касается государства Си и его 2 соседних стран, они обе принадлежали к Альянсу Небесного Да. Секта Древнего Меча, секта Дрейфующего Облака и павильон Сотни Возможностей были 3 основными сетами Альянса. Глава 599. Проникновение в секту. Часть 1. Среди 3 сект, контролирующих священные духовные вены, самым оптимальным выбором для Хань Ли была не секта Дрейфующего Облака, а павильон Сотен Возможностей, которая была хорошо известна благодаря ее техникам изготовления магических инструментов. Помимо того, что секта предоставляла ученикам место для культивации, секта также предоставляла им возможность изучения техник изготовления всех видов магических инструментов, которые также были полезны для культивации. Ходили слухи, что секта обладала даже техниками изготовления изысканных магических сокровищ высшего ранга. Мысль об этих сокровищах заставляла сердце Хань Ли биться быстрее. Но, к сожалению, что секта набирала учеников так же, как и 7 великих сект государства Юэ, в первую очередь они принимали учеников из кланов культивации и редко принимали посторонних учеников. Кроме того, союз 5 самых могущественных кланов культивации в секте монополизировал разделенные сектой духовные вены в западной части горы Мечтательных облаков. Вот почему Хань Ли пришлось отказаться от мысли о вступлении в эту секту. Из названия секты Древнего Меча следовало, она была чрезвычайно искусна в техниках владения мечами. Все их магические инструменты и магические сокровища представляли собой мечи различного типа.
Искусство, которым владела эта секта, искусство абсолютного меча, было невероятной защитной техникой, широко известной по всей стране. Секта древнего меча не только принимала учеников из кланов культиваторов, но и принимала к себе молодых бродячих культиваторов. Главным требованием была способность к их искусству владения мечом. Если способность человека не соответствовала техникам культивации секты, то ему отказывали. Вот почему среди всех 3 сект у них было меньше всего учеников, несмотря на то, что новеньких они принимали довольно часто. С другой стороны, опираясь на свои мощные атаки, ученики секты древнего меча преобладали над противниками с таким же уровнем культивации, что сделало эту секту самой сильной из 3. Разумеется, они держали главную духовую вену горы мечтательных облаков. Последней сектой была секта дрейфующего облака. Эта секта прославилась своими методами изготовления духовных лекарственных таблеток. Легендарная таблетка закаливания духа была изобретена в этой секте. Поэтому, несмотря на низкую силу секты по сравнению с 2 другими, ему удалось заполучить восточную часть горной дуги. Кроме того, в секте дрейфующего облака было больше всех учеников и были самые несложные требования для вступления в секту. В целом, у секты было только 2 требования для приема новых учеников. Во-первых, это достойные духовные корни и способность культивировать. Однако, они были готовы принять любых учеников, даже если у тех были плохие способности, но при этом они уже достигли достаточно высокого уровня культивации. В конце концов, секте дрейфующего облака было нужно много различных учеников, поскольку они изготавливали множество видов таблеток, помимо своей легендарной таблетки. Все это требовало большого количества культиваторов низкого уровня для прогресса. Когда бродячие культиваторы с плохими духовными способностями вступали в секту, они прекрасно понимали, что навсегда останутся там младшими учениками. Несмотря на это, у них были точно такие же мысли, как и у Хань Ли, им было удобно скрываться под защитой секты. Вот почему большое количество бродячих культиваторов беспрерывно стекалось в секту. Благодаря непринужденной политике принятия учеников и из-за наличия в секте дрейфующего облака таблетки закаливания духа, эта секта была оптимальным выбором для Хань Ли. Выяснив еще немного информации об этой секте, Хань Ли отбросил все сомнения в сторону и направился туда. Не говоря своим бывшим спутницам о том, что собирался делать, Хань Ли поспешил расстаться с ними после нескольких приготовлений. С приближением дня вербовки по дороге в секту Хань Ли стали попадаться множество культиваторов стадии конденсации ЦИ. При виде этого Хань Ли спокойно присоединился к ним. Не торопясь, он потратил на дорогу около 2 часов. Это было не потому, что дорога была длинной, а потому, что ему попадались различные мелкие иллюзорные заклинания. Вероятно, секта так пыталась снизить количество учеников, желающих вступить в секту. Несмотря на облегченные условия в секты, она все еще отбирала культиваторов по пути в секту. Несколько культиваторов, которые шли впереди Хань Ли, казалось, обнаружили что-то неладное и тут же стали перешептываться между собой. Они, казалось, догадались, что происходит, и продолжили идти вперед без колебаний. Эта группа культиваторов выглядела для Хань Ли знакомой, однако он проигнорировал их и продолжил свой путь. Через час пути по каменной тропе они в конце концов достигли синей лестницы. Группа культиваторов радостно ускорила темп, поднимаясь по лестнице. Хань Ли стал подниматься на лестницу с равнодушным выражением лица, вглядываясь вверх. Там была огромная, белая платформа шириной более 400 метров, с другой стороны была ничем не примечательная конструкция павильона. Вокруг павильона скопилось несколько десятков групп культиваторов, но никто не осмеливался войти туда. Хань Ли и культиваторы, которые шли впереди него, остановились и встали рядом с теми, кто уже там был. Хань Ли внутренне усмехнулся. Естественно, что культиваторы стадии конденсации ЦИ не могли ничего видеть, но Хань Ли мог видеть сквозь иллюзорную формацию с помощью своего духовного чутья. Маленький каменный павильон перед ними был фактически огромной белой нефритовой башней. На башне висела вывеска из огромных золотых слов «Иллюзорный облачный зал». Под вывеской стояло 3 человека и наблюдало за ничего не подозревающими культиваторами стадии конденсации ЦИ, которые болтали между собой. Затем они внезапно махнули рукой. Для своей маскировки они использовали только иллюзорную формацию и совершенно не пытались скрыться. 2 были культиваторами на ранней стадии заложения фундамента, а 3 на средней стадии. Очевидно, они отвечали за прием новичков. Хань Ли безмолвно прошел среди толпы и встал с краю, опустив голову. Хотя он закрыл глаза, его духовное чутье полностью охватило 3 культиваторов заложения фундамента, в результате чего он с легкостью смог подслушать их разговор. Бледный юноша, которому на вид было лет 20, указал на толпу и произнес с недовольным тоном: «Старший боевой брат Су». Хотя срок еще не настал, внизу слишком много бродячих культиваторов.
Большинство культиваторов здесь даже не пройдут квалификацию и явно находятся только на 7-м уровне стадии конденсации ЦИ. Они думают, что секта дрейфующего облака берет всех подряд, ну что ж поделать. 3 года назад наша секта приняла большую группу учеников, потому что они были подходящими. И поскольку у старшего боевого дяди Цзин не хватало рабочей силы, было одно исключение из правил, он принял 2 культиваторов на 8-м уровне стадии конденсации ЦИ. В результате этого пошли слухи, что в нашу секту легко попасть. «Вот почему здесь так много бродячих культиваторов», ответил мужчина по имени Цу. Он был на средней стадии заложения фундамента, а на вид ему было лет 40. Энергичный юноша с героическим видом засмеялся и добавил: «Конечно, на этот раз мы не будем так снисходительны». В конце концов, недавно принятые низкоранговые ученики смухливали со своими духовными корнями и уровнем культивации. Кажется, что старейшина обратил на это внимание и уже предупредил мастера секты. Вот почему в этот раз мы будем тщательнее проводить отбор. Юноша с бледным лицом посмотрел на бродячих культиваторов и проговорил с презрением: «Да, мы будем проводить очень тщательный отбор. В этом случае мы возьмем только 10 самых лучших, а остальных отправим прочь». Старший боевой брат Цу взглянул на юношу с бледным лицом и спокойно проговорил: «Младший боевой брат Лю, не стоит недооценивать этих бродячих культиваторов. Среди них могу скрываться гении». Младший боевой брат Суньхо был когда-то бродячим культиватором, но ему удалось достичь стадии заложения фундамента всего за 5 лет усердной культивации. Несмотря на то, что он получил подходящую технику культивации и таблетку заложения фундамента за свои заслуги, это также можно считать частью его способности. Когда юноша с бледным лицом услышал это, он, казалось, о чем-то подумал и сухо кашлянул. Затем он быстро улыбнулся, словно почувствовал страх перед старшим военным братом Цу и сказал: «Старший боевой брат прав». Я погорячился, старший боевой брат Цу собирался сказать еще что-то юноше, но Хань Ли это больше не интересовался. Он убрал свое духовное чутье и стал медитировать. Пока он сдерживал свою духовную ци, для других культиваторов он был обычным культиватором на 10-м уровне стадии конденсации ци. Для него не было никаких проблем с тем, чтобы вступить в секту. Примерно через полдня у каменных ступеней скопилось невероятное количество культиваторов. К заходу солнца там было около 100 культиваторов конденсации ци. Большинство культиваторов были молодыми, но был также мужчина средних лет с особенно глубоким уровнем культивации. В этот момент из каменного павильона внезапно вырвалась полоска красного света, а затем исчезла, показывая башню высотой в 100 метров, а также 3 силуэта на ней. Старший боевой брат Су внимательно посмотрел на толпу внизу и спокойно сказал: «Мы приветствуем всех вас, господа культиваторы, в нашей секте дрейфующего облака. Мои боевые братья и я будем отвечать за оценку ваших способностей. Внимательно слушайте, что я сейчас скажу». Глава 600. Проникновение в секту. Часть 2. Культиваторы, стоявшие на платформе, были шокированы произошедшими изменениями, услышав голос старшего боевого брата Цу. Все присутствующие культиваторы прекрасно понимали, что им нужно произвести хорошее впечатление на эти 3 мужчин, стоявших на башне. На лице старшего боевого брата Цу появилось довольное выражение при виде того, что бродячие культиваторы были настолько тактичны. Старший боевой брат Цу медленно произнес с торжественным выражением: «Вы, господа даосы, должны знать критерии, по которым мы принимаем учеников, поэтому я не буду вдаваться в подробности этого. Культиваторы с тройными атрибутами, двойными или с особыми духовными, выйдите вперед». Толпа ахнула, услышав это. Через короткое мгновение только 4 человека вышли вперед, 3 мужчин и женщина. Старший боевой брат Цу посмотрел на этих 4 и спокойно сказал: «Вы 4 следуйте за младшим боевым братом Лю, который будет отвечать за оценку ваших способностей к культивации». В этот момент бледный юноша шагнул вперед и безмолвно махнул рукой. В следующее мгновение из его рукава вылетела полоска белого света, которая тут же превратилась в огромный расшитый шарф. Расшитый шарф завис в метре над землей. Юноша с бледным лицом появился на краю магического инструмента и равнодушно сказал: «Поднимайтесь, мы отправимся в специальное место, где я проверю ваши способности. Если они окажутся настоящими, мы примем вас». Когда 4 услышали это, они с легким колебанием переглянулись между собой, а затем забрались на шарф. Юноша с бледным лицом сделал жест заклинания рукам, заставив шарф засветиться белым светом. В следующее мгновение он пронесся по небу, превратившись в белую полоску света. После того, как юноша с бледным лицом улетел, старший боевой брат Цу взглянул на оставшихся и продолжил: «Те, кто находится на 9-м уровне стадии конденсации ЦИ и выше, выходите вперед и следуйте за младшим боевым братом Юй.
Если у вас нет проблем с определением личности, вы сможете войти в секту. Что касается оставшихся, если вы хотите войти в секту, вам необходимо пройти тест. Если вы потерпите неудачу, я могу только пожелать вам усердной культивации в течение следующих лет. После того, как вы улучшитесь, вы сможете снова попытаться войти в нашу секту. Как только он сказал это, толпа зашумела. Помимо нескольких странных личностей, на лицах большинства людей было разочарование. Казалось, стандарты этого отбора были бы намного более строгими, в результате чего некоторые культиваторы совершенно перестали надеяться на удачу. Хотя он и сказал, что они могут участвовать в тесте, чтобы присоединиться к секте, все знали, что это были слова вежливости. В конце концов, судя по количеству присутствующих людей, секта дрейфующего облака совершенно не собирается всем им предоставлять шансы на вступление в секту. Излишне было говорить, что эти тесты было бы чрезвычайно трудно пройти, если культивация была ниже 10 уровня. Только культиваторы на 9 уровне стадии конденсации ЦИ имела малейшие шансы на успех. Ранее даже культиваторам 9 уровня едва ли удавалось пройти эти тесты. Хотя у этих людей были плохие способности, им удалось добиться успеха, проявив исключительную настойчивость. В результате, несмотря на отсутствие у них будущих перспектив, секта дрейфующего облака приняла их, поскольку они могли внести свой вклад, как неопытные ученики. Под завистливыми взглядами остальной толпы, Хань Ли и 6 других культиваторов вышли вперед. Старший боевой брат Цу взглянул на них и кивнул головой. Когда доблестный юноша по имени Юй увидел это, он тут же активировал свой магический инструмент без промедлений. Перед ними предстала огромная бронзовая чаша. Хань Ли и остальные культиваторы тут же поднялись на нее, не дожидаясь его указаний. Бронзовая чаша тут же взлетела в воздух и метнулась вглубь гор мечтательных облаков, превратившись в полоску света. Что касается оставшихся бродячих культиваторов, у которых не хватало квалификации, Хань Ли понятия не имел, сможет ли кто-то из них войти в секту, да его это и совершенно не интересовало. В этот момент он был поглощен изучением 6 других, которые были окутаны желтым светом бронзовой чаши. Было 4 мужчины и 2 женщины. Помимо симпатичной женщины в желтой одежде, которая выглядела лет на 20, другим, казалось, было лет 30. Был даже 50-летний культиватор. Он обладал самым глубоким уровнем культивации и был на 12 уровне стадии конденсации ЦИ, но Хань Ли, глядя на это, только покачал головой и вздохнул про себя. Культиваторам с плохими способностями можно было надеяться только на удачу, поскольку им пришлось бы потратить огромное количество времени на культивацию, чтобы достичь хотя бы 10 уровня или выше, в результате чего Хань Ли и женщина в желтом обладали самым высоким потенциалом в группе. Если бы Хань Ли не наткнулся на таинственную бутылку, то он бы за всю свою жизнь не смог подняться выше 6 уровня. О том, чтобы войти в большую секту, не могло быть и речи. Когда Хань Ли вспомнил об этом, он ушел в некоторую прострацию. Вскоре он восстановил ясность ума и посмотрел на остальных. Они старались скрывать свое волнение, но его все равно было видно у них на лицах. Но когда взгляд Хань Ли упал на крупного бородатого человека, он на мгновение прищурился, но вскоре его выражение вернулось к норме. Дело было не в необычной внешности мужчины, в том, что от него веяло невероятно холодной инь-ци. Хотя эта инь-ци была тщательно скрыта, Хань Ли мог ее почувствовать с помощью своего духовного чутья. Это определенно не было искусством культивации, которое принадлежало 5 элементам. Судя по колебаниям его духовной ци, он явно владел необычными магическими техниками. Однако у Хань Ли не было сомнений в том, что этот мужчина был на 10 уровне стадии конденсации ци, в результате чего любопытство Хань Ли только усилилось. Пока Хань Ли был погружен в свои мысли, перед огромной бронзовой чашей появилось огромное пространство бесконечного тумана. Этот белый туман был чрезвычайно плотным, и из него эхом доносились раскаты грома. Сердце Хань Ли дрогнуло, и он тут же высвободил свое духовное чутье. Однако что-то блокировало его духовное чутье в радиусе 30 метров в тумане. Хань Ли вздрогнул, зная, что белый туман был необычным ограничением. Вероятно, это была одна из защитных формаций секты дрейфующего облака. Хань Ли не смел так рисковать, и тут же скрыл свое духовное чутье. При виде бесконечного тумана на лицах бродячих культиваторов появился страх. Хотя раньше они никогда не сталкивались ограничительными заклинаниями, оно значительно расширяло их перспективы. В этот момент юноша по имени Юй сделал жест заклинания руками, и его летающий магический инструмент медленно остановился. Затем он схватил свою сумку для хранения и достал оттуда флажки. В следующий момент он что-то пробормотал, в результате чего флаг засветился пронзительным сиянием, которое стало постепенно возрастать. Открыть, закончив свое заклинание, юноша впился взглядом в туман и указал на него огненным флагом. Из кончика флага прямо в туман выскочил лунный луч света,
который создал собой неописуемую картину. Часть тумана расступилась перед ними, раскрывая проход длиной в 10 метров. После этого юноша по имени Юй повел группу людей в проход без промедления. В мгновение ока они исчезли из поля зрения. Вскоре после этого коридор закрылся, и снова послышались раскаты грома. Спустя промежуток времени, за который можно было выпить чашечку чая, группа, в конце концов, прошла сквозь туман и появилась в пределах ранее скрытой земли. Прежде чем они могли даже ясно увидеть сквозь туман, они почувствовали плотную духовную ци вокруг них. Хань Ли глубоко вздохнул в предвкушении. Вокруг был огромный зеленый простор с ароматными травами, пением птиц и несколькими горами, протяженностью в 3 километра на линии глаз. В окрестностях этих гор находились здания разного размера, в том числе бесчисленное множество дворцовых залов и павильонов, а также множество культиваторов, спешивших куда-то. Юноша по имени Юй молча улыбнулся, увидев их удивление и волнение. Затем он указал на ближайший горный пик и сказал: «Взгляните внимательно, это пик 6 чудес секты дрейфующего облака. Если вы действительно войдете в нашу секту, он станет вашим домом. Но сначала мы отправимся в резиденцию инициации в Горе Рассвета. Вы расскажете нам свое прошлое, а потом мы проверим ваш уровень культивации».